Apple опять что-то там себе представил, а людям теперь это что-то куда-то нужно запихивать. И вот с этим могут быть некоторые трудности. Поэтому, воспользовавшись доступными уже спецификациями, я разработал 3D-модель AirTag и буду пробовать делать для него чехол. Прямо сейчас печатается располовиненный AirTag-заменитель, который в видео больше не появится. А процесс печати той модели, которую я буду использовать, заснять я забыл, поэтому включайте фантазию. Для формовки кожи потребуются некоторые вспомогательные приспособления. Одно из таких я сейчас вырезаю из фанеры 7 миллиметровой. То, что я буду делать дальше, это точно не руководство, а скорее процесс отладки. Это первая версия изделия, доведенная до логического завершения. До нее были только отдельные попытки формовки и подгонки размеров, так что какой-то особой аккуратности не ждите. Так как в дело все равно идут обрезки, я решил не мелочиться и сразу взять баттера или как там оно. Как я уже говорил, это процесс отладки лишь одного варианта исполнения. Здесь формуется только одна половина изделия, но возможны другие варианты конструкции, и я планирую попробовать разные. Возможно, по ним даже будут отдельные видео, но это не точно. В общем, эту штукенцию нужно всячески прижать, чтобы она равномерно отформовалась. Ну и дать ей высохнуть, после чего можно будет разбирать эту конструкцию. У меня, к сожалению, она досохла не до конца, но, в общем-то, жить с этим можно. Далее с помощью какой-то магии вырезаю идеальный круг, расположенный идеально в центре заготовки. Запихуиваем сюда наш AirTag. Ну и, в общем-то, все. Готово, можно так оставлять. Тысяч за 10 продать уже можно. Но, к сожалению, если ты не Hermes, Hermes, Гермес, так не работает, придется делать дальше. Стандартная операция по втиранию в край веществ непонятного происхождения и размазыванию их инструментами также непонятного происхождения. Массаж носком. Без него чудо не произойдет. Обратную часть режу на станке, она будет задавать форму всему изделию. Клею половинки друг к другу с использованием латексного клея. До этого у меня был Экосар от Кенда Фарбин, и он был прям всем хорош. А тут я взял некий латекс плюс АГ от Тавро, и он вроде бы неплох, но воняет, сука, сельским туалетом. Перед пробиванием отверстий, конечно, линию шва следовало бы разметить. Но так как тут я пока занимаюсь только прототипированием, на это я решил забить, ну и шов там слегка ушел только в самом низу. При прошивке я как-то совсем подрасслабился и, кажется, забыл, что шов нужно затягивать хотя бы немного. Он получился довольно расслабленным, ну, в общем, как и все изделие. И как я в этом процессе. Дальше особо комментировать нечего, поэтому можно пока отдохнуть, а мой занудный бубнёж вернется ближе к концу видео.
Что ж, это снова я. Ну, в смысле, это пресс, а я вернулся и продолжаю говорить. Кнопки с диаметром 12,5 миллиметров на ремешке 15 миллиметров шириной – это, конечно, полный отстой, и тут нужно что-то менять. Но в целом эта хреновина выглядит хоть и довольно неаккуратно, но она работает, что, пожалуй, меня удивляет. Если подытожить, то что-то получилось, и это уже неплохо, потому что я до конца не был уверен в том, что такая конструкция получится с первого раза. Но как бы получилось и получилось. Пойду продумывать другие конструкции.